Уравнение движения тела x равно 0,4 t квадрат. Определить зависимость v от t и построить ее график. Какой путь пройдет тело за 4 секунды и показать графически. Так у нас есть уравнение движения тела x равно 0,4 t квадрат. t равно 4 секунды. Показать v от t графически, построить ее график и построить график x. Запишем это уравнение x равно 0,4 t квадрат. Расстояние, которое мы знаем, формула S равно v нулевое t плюс at квадрат, деленное на 2. Но поскольку здесь t сразу 0,4 t квадрат, никакого здесь впереди свободного члена нет, поэтому можно сказать, что вот это слагаемое в данном случае в формуле было бы равно нулю. Можно сказать, что x, перепишем это значение s таким образом, a делить на 2 и t квадрат. Если мы сравним эти две зависимости, получается, что роль a делить на 2 выполняет v целых 0,4. Можем сказать о том, что в данном случае вот это a делить на 2 равно 0,4. А равно у нас 0,8. В данном случае v конечное равно v нулевое плюс at. А поскольку у нас v нулевое равно нулю, получается, что v будет просто равно at. Или вместо a подставляем от этого его значение, скорее получается, что v равно 0,8 t. Дальше нужно выяснить, чему равен x при 4 секундах. Подставляем сюда 4 секунды, получаем x равно 0,4 умножится на 4 в квадрате. 0,4 умножим на 16, получаем 6,4. Поскольку тут в метрах меряется, секундных метрах, вот такое значение. Теперь давайте построим график скорости и график расстояния, который проходит тело. Первый построим график скорости. Это v от t и это t. Для того, чтобы построить график скорости, явно видно, что скорость будет иметь вид линейного графика, будет просто прямая линия. Но для того, чтобы ее построить, нужно пару значений, пару точек. Давайте при t равно нулю, v равно 0. Первая точка у нас есть вот здесь. Определим значение 1, 2, 3, 4, вот здесь 5, 6 и так далее. Здесь будет время 1, 2, 3, 4, 5. Какие удобно другие точки, можно любые взять. Но возьмем лучше на графике, чтобы можно было как-то более четко поставить. Поэтому t возьмем равно 5. Итак, в этом случае будет равно чему? Если t равно 5, v равно 4. Итак, t равно 5, v равно 4. Вот эта точка. Мы получили график зависимости v от t равно 0,8 умножить на t. Можно сказать об этом графике, что он будет прямая линия. Почему? Потому что при t коэффициент 0,8 он все время будет постоянный. То есть ускорение здесь является константой. Постоянным в любой точке угол этого графика по отношению к оси t будет одинаков. Теперь давайте построим график зависимости x от t. Такую же сделаем координатную плоскость. У нас будет x от t. Это будет t. 1, 2, 3, 4, 5 и так далее. Здесь 1, 2, 3, 5, 6, 7. Итак, для того, чтобы построить график хотя бы приблизительно, нужно просто воспользоваться табличным методом. Чему равно x при соответствующих значениях t равно нулю? Чему равен x? Подставляем вот сюда значение, получаем x тоже равен нулю. t равно единица. X чему подставляем? t равно единице. 0,4 умножим на единицу в квадрате будет единица. Будет равно 0,4. t равно двойке. X равно 0,4 умножим на 4. То есть 2 в квадрате 4. 0,4 на 4. X равно 1,6. t равно тройке. 0,4 умножим на 3 в квадрате. 0,4 на 9. Это будет 3,6. t равно 4. X равно 0,4 на 16. 64. t равно 5. X равно 0,4 на 25. Это будет x равно 10. Уже выходит за пределы нашего графика. Достаточно будет вот этих точек, которые здесь мы их получили, исходя из аналитической формулы. Значит, x равно единица. X равно 0,4. Это половинка 0,4. Вот здесь. 0 от 0. 0,4. X равно 2. 1,6. Где-то вот. X равно 3. Это будет 3,6. 3,6. X равно 4, 6. График функции x равно x от 0,4 t квадрат будет выглядеть таким образом. Если коснуться его подобия с графиками из алгебры, он подобен графику y равно ax квадрат, где a у нас, естественно, будет коэффициент 0,4, а x это в данном случае a выполняет роль 0,4 здесь, а x квадрат выполняет роль t квадрат. Таким образом, тут будет написано x от t равно 0,4 t квадрат.